Здравствуйте, уважаемые рукодельницы! В данном видеоуроке будем вязать берет. Берет крючком я буду вязать для своей дочки на обхват головы 51 сантиметр, но по такому же принципу вы сможете связать берет любого размера. Вязать будем из пряжи бархатный мохер от интернет-магазина Адрика. Так, у данного интернет-магазина также есть YouTube канал. Я в описании оставлю ссылочку на их канал. Смотрите, в одном моточке у нас 100 грамм, длина 195 метров. И состав 25% альпака, 30% мохер, 45% хлопок. Цвет у нас 13-30. Так, в работе еще буду использовать два крючка. Сначала вяжем крючком номер 3,5. Потом будем вязать резиночку крючком номер 3. Итак, приступаем. Так, делаем кольцо. Берем сначала крючок 3,5. Провязываем петлю, заходим в кольцо. Еще одна петля и 2 воздушные. Это у нас первый столбик с одним накидом. У нас должно быть в кольце 12 столбиков с одним накидом. Да, еще для работы нам понадобится маркер, потому что мы не будем закрывать ряды, а будем вязать, можно сказать, по спирали. То есть нам надо видеть, где у нас заканчивается, начинается новый ряд. Итак, в кольцо вяжем 12 столбиков, включая первый столбиков с накидом. Так, 7. Стягиваем наше кольцо. Далее сразу переходим на второй ряд. То есть мы делаем накид и провязываем рельефные столбики. Сначала захватывая петлю спереди, вот провязали первый столбик, мы здесь поставим маркер, чтобы видно было, где у нас начало работы, начало нового ряда. Смотрите, мы захватывали столбик спереди, и каждый, то есть мы провязываем, захватывая этот столбик, по 2 столбика. То есть захватили спереди, провязали 2 столбика, следующий столбик захватываем сзади, да, рельефные столбики, и тоже провязываем по 2. То есть по правилу идеального круга мы ряд наш удваиваем. У нас в первом ряду было 12 столбиков, во втором у нас их будет 24. Но мы чередуем. Мы один столбик захватываем спереди и провязываем 2 столбика. 1, 2. А второй столбик мы захватываем вот таким вот образом сзади, да, и провязываем тоже по 2 столбика, чтобы во втором ряду получить 24 столбика с накидом. Снова спереди. 1, 2. Следующий сзади. 1, 2. Снова спереди. И далее сзади. И вот так вот чередуем, провязывая по 2 столбика. Напоминаю, что всего во втором ряду у нас их должно быть 24. 1, 2. И следующий. 1, 2. И осталось еще 2 столбика.
Раз. Провязали 2 столбика спереди, провязали 2 столбика сзади. Далее переходим на третий ряд. То есть во втором ряду мы каждый столбик провязывали, это у нас была прибавка, да, а теперь расстояние между прибавками у нас будет 1 столбик. Но смотрите, теперь у нас явно видно, где мы будем делать прибавки. Так, провязываем спереди сначала одиночный столбик. Раз. А за вот эту петельку, которая она выступает, мы делаем прибавку. Раз. И 2. Далее столбики, которые мы будем провязывать за заднюю стенку. То есть мы тоже сначала провязываем одиночный столбик за заднюю стенку, а потом мы делаем прибавку, опять же, за заднюю стенку. Снова чередуем за заднюю, за переднюю. Смотрите, 2 столбика у нас было. Первый мы провязываем просто 1 столбик за переднюю стенку, а второй мы делаем удвоение. То есть мы провязываем 2 столбика за переднюю стенку. Далее за заднюю стенку. Снова мы провязываем одиночный сначала столбик и потом делаем прибавку. Сделали прибавку. Опять же, третий ряд у нас должен увеличиться еще на 12 столбиков. Вот по такому принципу довязываем мы третий ряд. Итак, мы провязали третий ряд. И теперь у нас уже начинают вырисовываться лепестки. То есть у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6 лепестков, которые за переднюю стенку. И между ними 6 лепестков, которые связаны за заднюю стенку. Теперь по какому принципу мы будем вязать? Мы просто будем увеличивать эти лепестки. Вот, например, следующий ряд. Да, мы уже провязываем 2 одиночных столбика за переднюю стенку. Вот первый одиночный. Раз. И второй одиночный. Ставим маркер в начале. И далее у нас прибавка. То есть, понимаете, каждый ряд у нас теперь будет увеличиваться на 1 одиночный столбик. И будет вырисовываться вот такой лепесток. В следующем ряду здесь будет 3 одиночных прибавка, потом 4 одиночных прибавка и так далее. То же самое и с рядами, которые провязываются, и с лепестками, которые за заднюю стенку. То есть за заднюю стенку они уже теперь конкретно вырисовываются, их видно. Мы провязываем 1, провязываем 2 одиночных и делаем прибавку. Опять же, за заднюю стенку. 1. И 2. Снова за переднюю стенку. Это у нас 4-й ряд. То есть каждый ряд мы теперь просто будем увеличивать эти лепестки. То есть количество одиночных петелек будет увеличиваться с каждым рядом на 1. Лепестки хорошо прорисовываются. То есть сейчас вот вы видите. Сейчас я довяжу 4-й ряд и еще вам один ряд покажу. Далее будете вязать самостоятельно. Я скажу, сколько рядов. Итак, мы провязали 4 ряда. Переходим на 5-й ряд. Все, как я вам рассказывала. То есть сейчас мы провязываем 3 одиночных рельефных столбика за переднюю стенку. Мы их чередуем. Уже лепестки хорошо прорисовываются. Смотрите, видно 2-й одиночный, 3-й одиночный. И вот этот вот наш крайний, мы его, как всегда, удваиваем. То есть здесь такая полоса, мы ее всегда удваиваем. Сначала мы будем провязывать одиночный, а потом двойной.
Все, это 5-й ряд. И с каждым рядом вот можно даже количество рельефных столбиков просчитать. 1, 2, 3, 4, 5. Вот у нас 5-й ряд. 5 рельефных столбиков за переднюю стенку и то же самое за заднюю стенку. По такому принципу и вяжем. 6-й ряд мы сначала за переднюю стенку одиночные провязываем. 1, 2, 3, 4, 5 провяжем в следующем ряду. И за вот эту вот крайнюю, за переднюю стенку 2 столбика. То есть удвоение постоянно делаем за этот крайний столбик. 3. И здесь 2 столбика. 1 и 2. Все. Я вам показала, вы по такому принципу вяжите круг. Вяжите, я буду вязать 16 рядов. Итак, смотрите, я провязала 16 рядов. Диаметр такого круга у меня получается 26 сантиметров. Ровно 16 рядов. Все хорошо считается, как я вам говорила, по вот этим вот рельефным столбиком. Смотрите, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 и двойной 15, 16. Теперь 2 ряда мы провяжем без каких-либо прибавок, но опять же делая вот такие вот лепестки. То есть мы сначала провяжем за переднюю стенку 16 столбиков без прибавок, а потом за заднюю стенку. И таких нам надо связать 2 ряда. Провязываем рельефные столбики. 16 за переднюю стенку, 16 за заднюю стенку. И таким образом мы вяжем и 17 и 18 ряд. То есть здесь уже мы прибавок не делаем. Все, смотрите, когда доходим до крайнего вот этого столбика, где мы обычно делали прибавки, мы его провязываем одиночным. Все. И далее то же самое мы делаем с рельефными столбиками, которые вяжутся за заднюю стенку. Мы тоже их просто провязываем 16, не делая прибавок. Так мы вяжем еще 2 ряда, то есть 17 и 18. А дальше я вам покажу, как делать убавки. Итак, я провязала 18 рядов. Напомню, что 17 и 18 ряд я не делала уже прибавок. И далее мы будем делать убавки, но важно, чтобы количество петель, которое у вас получилось, оно было четным. Вот у меня в каждом лепестке получается по 16 столбиков. Соответственно, количество у меня четное. Если у вас в лепестке получится там 15 или 13, то доведите количество петелек до четного, то есть либо еще одну прибавку сделайте. Итак, далее смотрите, каким образом будем делать убавки. Убавки будем делать, провязывая по 2 столбика. Пока еще используем этот крючок. Опять же провязываем вот так вот рельефно. Не довязали первый столбик, переходим на второй. 3 петли на крючке и провязываем вместе. То есть мы теперь все столбики провяжем по 2. То есть таким образом делая убавки. 1, не довязали, 2 не довязали. Рельефные лицевые, также и рельефные изнаночные. Провязываем здесь все по 2. Сейчас покажу еще, как рельефные изнаночные за заднюю стенку. Смотрите, все петельки. Вот у нас еще лицевые.
Лицевые провязали по 2, переходим к изнаночным. Тоже все провязываем по 2. Таким образом уменьшаем количество наших столбиков на 2. Итак, в 19 ряду мы сделали убавки, то есть у нас получилось в 2 раза меньше петель. Так, теперь мы будем вязать резинку, но в начале каждого лепестка, вот, и лицевых, и изнаночных, смотрите, как мы будем провязывать. Мы опять же делаем убавку, даже провязывая резинку. Раз, не довязали, 2. То есть из первых 2 мы будем делать 1 рельефный столбик лицевой. Вот. Дальше мы чередуем. Это у нас вот 1. Дальше мы провязываем изнаночный столбик рельефный, снова лицевой. Все, мы вяжем уже резинку. Но все равно еще в начале, только в этом, в 20 ряду, мы будем делать убавки. Только в начале лепестков. Вот мы провязываем целый наш лепесток, лицевой, изнаночный столбик, лицевой. Опять переходим на второй лепесток. Так, это был лицевой, да? И 2 провяжем вместе. То есть у нас здесь изнаночный. Мы провязываем раз, захватываем второй и провязываем вместе. Так, это был изнаночный. Теперь снова лицевой. И таким вот образом чередуем. В начале каждого лепестка делая опять же убавку. Так, лицевой, сейчас покажу еще. Третий лепесток, изнаночный столбик, лицевой, изнаночный столбик, снова лицевой, изнаночный. И здесь делаем убавку. Начало лепестка у нас, мы снова делаем убавку. То есть мы провязали раз, захватили второй столбик, провязали 2, сделали из них 1. Все, вяжем первый ряд резинки. Я покажу, как вяжется второй и последующий ряд резинки. Итак, у нас связано 20 рядов. Первый ряд резинки мы связали. Теперь нам остается, никаких прибавок, убавок мы уже не делаем. Там, где лицевые рельефные за переднюю стенку, мы вяжем опять же рельефные лицевые за переднюю стенку. Там, где изнаночные за заднюю стенку, мы провязываем, делаем накид и за заднюю стенку. То есть вот таким образом у нас провязывается резинка, чередуя лицевые рельефные с изнаночными рельефными рядами. И высоту резинки вы уже можете регулировать сами. Я когда довяжу, я скажу, сколько я связала рядов резинки. Все, просто дальше чередуем. И каждый последующий ряд, это у нас 21, тоже провязываем таким образом. Где лицевой ряд вяжем лицевые рельефные, где изнаночные мы провязываем изнаночные рельефные. Вот таким вот образом. Итак, я связала 6 рядов. Делаю последнюю петельку соединительную. Смотрите, просто соединительная петля. Все, обрезаем нашу ниточку. И сейчас мы
Все, хвостики заправим и спрячем. В таком виде диаметр у меня получается 26 сантиметров, как мы и круг мерили. Все, вот такой получился беретик. Очень мягкий, совсем не тяжелый, воздушный. Если был полезен мой видеоурок, ставьте, пожалуйста, ваши лайки. Всем пока-пока.